Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Тема сегодняшнего видео – очень странные книги. Я подготовила для вас 5 книг с необычным сюжетом. Но перед тем, как перейти к ним, я бы хотела поблагодарить всех, кто подписывается, оставляет комментарии, ставит лайки. Мне это очень приятно, я очень рада, что вам нравится мое видео. Продолжайте в том же духе. И еще я хотела бы вам сказать, досмотрите видео до конца, потому что в конце я хотела бы, точнее, я вам задам один вопрос, и пока что не скажу какой, досмотрите до конца видео. И начнем. Итак, начнем мы с книги от автора Джо Харт «Последняя девушка». Значит, представьте себе мир, где нет женщин. И все из-за вируса, из-за которого перестали рождаться девочки. И вот проходит 25 лет, в мире осталось всего 1000 девочек. И, естественно, они становятся подопытными кроликами. Их отбирают, значит, отрывают от родителей и помещают в такой центр, где скорее это даже не центр, а тюрьма, можно так сказать, потому что эти девочки живут по определенному расписанию, их кормят, их водят на прогулку, тренировка, там уроки. То есть они шагу не могут сделать без разрешения работников этого центра. Значит, каждой девушке представлен мужчина, который должен следить за своей подопечной. И вот без разрешения этого мужчины она не может сделать шаг. Зато им хорошо втирают мысль, что они последняя надежда человечества, что у них огромный долг перед миром, что они обязаны вот так вот жить, вот быть в таких условиях и все сделать для блага мира. Некоторым девочкам везет с этими мужчинами, они относятся к своим подопечным как к дочерям, то есть любовью, пониманием, даже сочувствием. А некоторые, наоборот, стараются держать дистанцию, не привязываться к ним, потому что, когда девочкам исполняется 21 год, их куда-то переводят. Но куда никто не знает, потому что никто еще оттуда не возвращался. И вот наша героиня, ее зовут Зои, она такая смышленная девчонка. Как и все, у нее есть друзья, точнее подружки в ее случае. Ее вот этот мужчина, который к ней представлен, очень к ней хорошо относится, как к дочери. И у этого мужчины есть также сын, который является возлюбленным Зои, но это все секрет, никто об этом не знает. Зои исполнится скоро 21 год, как и ее подружка. И они в ожидании, вот, что вот они будут свободны после этого, но Зоуи отлично понимает, что здесь что-то не то. И когда ее опасения подтверждаются, она решает сбежать. Вообще мне книга очень понравилась. Было интересно читать и жить ее вот в этом центре, потому что там, как даже, можно сказать, во всех тюрьмах, хотя это не тюрьма, но также есть свои разборки между девочками. Там было довольно-таки интересно, динамично. Также было очень интересно читать, как она пытается сбежать с этого центра, ее приключения потом. Она проходит через много испытаний. Единственное, что мне не понравилось в этой книге, финал какой-то был недосказанным. Мне чего-то не хватило. Я не знаю, будет ли продолжение, будет ли писать автор вторую книгу. Но мне хотелось, потому что у меня осталось очень много вопросов, я много чего не поняла. Но я пробила так в интернете, пока что ничего нет, даже, по-моему, на английском нет. Так что я очень надеюсь, что автор все-таки решится написать продолжение. Следующая книга в нашем списке – это «Пересмешник», автор Уолтер Дэвис. Это научно-фантастический роман, который был опубликован в 1980 году. До этой книги я не была знакома с автором, но она меня привлекла своей аннотацией, и я решила ее прочесть. Значит, 25 век, далекое-далекое будущее, в мире все изменилось, точнее, роботы правят миром. Но хочу сразу предупредить, никакое восстание роботов не было, все произошло намного спокойнее, тихо и незаметно. Все началось с того, что поначалу роботы были созданы, чтобы помогать людям, чтобы облегчить им жизнь, но в течение времени все изменилось. Люди становились все более и более беспомощными и бестолковыми. И как результат в 25 веке
роботы полностью управляют людьми. То есть люди накачаны какими-то таблетками, которые как наркотик. Они не позволяют им, эти таблетки, мыслить здраво, думать, размышлять, иногда даже чувствовать. И плюс еще к тому же они курят травку. Представьте, что у них творится в голове, какая каша. И вот как результат главные роботы. И что же происходит в этом мире? Значит, во-первых, люди не знают, что такое семья. Они все в приютах, они не знают, что такое любовь, что такое дружба. Им запрещен зрительный контакт, это как бы считается нарушением личных границ. Они не знают, что такое даже элементарно кошка, собака, им не разрешено держать домашних животных. И более того, они не знают, что значит читать и что такое книга, им запрещено было это. И со временем они просто забыли. Также смотреть даже фильмы. То есть они полностью зомбированы, чтобы они ни о чем не думали, не размышляли, не углублялись. Короче, было ими легче управлять. Вообще в этом мире очень много странного, но не буду даваться в подробности. Сразу перейду к нашему герою, которого зовут, это робот девятой модели, которого зовут Софорт. Как и все роботы девятой модели, он был создан, он как бы был клонирован очень-очень давно, и как модель они взяли одного очень умного человека, ученого. И вот когда они создали этих роботов девятой модели, им как бы привили, они могут чувствовать, любить, думать, у них есть эмоции. И плюс, когда они их клонировали, у них как бы остался кусочек воспоминаний, который они не смогли удалить, вот этого самого человека-модели. И вот что происходит. Все роботы девятой модели кончают жизнь самоубийством, то есть они самоликвидируются. И когда разработчики это заметили, Софорта они создали последним, и они как бы ему внедрили функцию, которая запрещает ему, не позволяет самоуничтожаться. И вот наш Софорт, который, к тому же, они его создали единственным экземпляре черным, чернокожим, скажем так, в отличие от других роботов девятой модели, у него очень привлекательная внешность, но он бесполый. Вот так вот. И, короче, у робота депрессия, он уже несколько веков страдает, потому что его мучают какие-то вот воспоминания вот этого самого человека, который являлся моделью, скажем, даже часть его этого робота. И вот что происходит. Этот робот, он имеет огромную власть, обладает большим умом, но при этом у него сильнейшая депрессия, и он с этим ничего не может сделать. И вот в один день с ним связывается профессор университета, и вы спросите, что там вообще можно преподавать, но вы потом узнаете, который утверждает, что он умеет читать. И с этого момента вся наша история начинается, скажем так. Значит, эта книга меня очень сильно разочаровала. Я объясню почему. Во-первых, она оказалась невероятно скучной. При том, что вот вроде бы история вот такая, должна быть такая вот интересная, да, такой необычный мир. Во-вторых, вроде бы книга серьезная, научно-фантастический роман, но такое было чувство, что писал ребенок. Почему? Потому что он настолько жалел своего героя, что просто каждый раз подбрасывал ему помощь. И это доходило до абсурда. Такое ощущение, вот герой пойдет туда, он встретит того, кто ему нужен, хотя по сюжету там этого человека абсолютно не должно быть, и логически также.
ну, просто я этого не понимаю. Минимальные сложности должны быть у героя все-таки. В-третьих, почему меня эта книга разочаровала? Потому что автор очень плохо познакомил читателя с вот этим необычным миром. Ты до конца не понимаешь, почему это работает так, что, как там происходит. Вообще, в общем, в сюжете очень много дыр, и у меня осталось очень много вопросов, но продолжения уже не будет, это уже понятно. Я не знаю, может быть, есть и я не заметила, но книга была опубликована в 80-м году, и, насколько я знаю, продолжения нет. Дальше у нас книга от автора Крейг Делюи, если я не ошибаюсь, «Один из нас». Это у нас книга в жанре ужаса. Я вообще не особый любитель этого жанра, но книга меня привлекла своей яркой и необычной обложкой, и я решила ее приобрести. Значит, это книга о мутантах, но не таких мутантов, как из «Люди Икс». Объясняю, почему. Значит, действия книги начинаются где-то в 1968 году, в эпоху хиппи, а именно вот это лето любви. Как вы знаете, это вообще была эпоха, очень любвеобильная эпоха. И вот в это лето любви рождаются дети с мутацией, которая проявляется абсолютно по-разному у каждого из этих детей. То есть как бы родители, люди были наказаны вот таким образом через детей за свои грехи, за свое распутство, получается вот так. И значит, каждый ребенок отличается какими-то способностями или своим внешним видом. Там, например, они как у них имеются шерсть, когти, как у животного, или там рога. Или, например, они вообще как дерево некоторые глупые, но имеют как бы форму дерева, у них как бы ветки есть, ветви. Очень странные, в общем, и надо иметь хорошую фантазию, чтобы все это представить, когда описывается. И вот от этих детей родители отказываются, они их сдают вот, в специальный интернат. И вот на дворе 1980 год, эти дети уже подросли. К ним относятся очень-очень плохо, можно сказать, даже жестоко. Люди их боятся, за исключением, конечно, за малым исключением. Они их презирают. Это напоминание о их падении, о их грехе, о их слабости, можно так сказать. И эти дети помещены вот в эти интернаты, спецшколы, где также с ними не очень хорошо обращаются, но зато они стараются друг с другом дружить, быть как бы общиной маленькой. Но все равно это нелегко, хотя это такие же дети, которые просто хотят, чтобы их любили и понимали. И вот автор нас знакомит с тремя основными героями, хотя там есть больше упоминается, но это три основных героя. Значит, первый мальчик, его зовут Енох, он как пес, поэтому его прозвали фактически псом. У него есть шерсть, там когти, все как у животного. Он верит, что настанет день, когда люди и вот эти дети-мутанты подружатся, и все будет хорошо, что его ждет большое будущее. Но зато есть другой мальчик, который обладает огромным интеллектом, мегамозг у него, но у него внешность зверя. И прозвали его Мозг. Он же считает, что с людьми невозможно подружиться, что ничего не изменится. Более того, он злится, потому что, ну, это и нормально, что его такого интеллектуального человека поместили в эту клетку, где он не может использовать свой потенциал, хотя он в миллион раз умнее всех этих людишек, как он думает. Он презирает людей, он злится, плохо обращается с ним, с его друзьями. И он настроен более агрессивно. И третий мальчик, которого зовут дали прозвище Болван, он такой что-то среднее между Енохом и
вот этим мозгом. Он шутник по натуре, обладает даром заканчивать фразу за кем-либо. То есть он заранее знает, кто что скажет. Но, будучи таким шутником, он, конечно, много чего понимает, но старается на это не акцентрировать внимание. Он хочет верить всей душой, что Енох прав, что в один день все изменится, что они все подружатся. И вот когда Еноху удается подружиться с одной девочкой, казалось бы, появляется у них лучик надежды, что вот-вот все изменится. Но происходит кое-что страшное, и этих детей обвиняют вот в этом. И вот эта вот вся злость, которая была накопленная в течение, вот эта злость, несправедливость, чувство несправедливости, которая была накоплена за все эти годы плохого обращения и жестокости, все это вырывается снаружи, вырывается наружу в катастрофических масштабах. И финал, конечно, там эпический. Более того, немного сумбурный, я бы даже, ужаса, как бы, что вы хотите. Хотя финал открытый, но ты можешь много чего как бы там додумать, но мне не понравилось это. Но, возможно, и мне не стоило ожидать нормального финала от этого жанра. Все-таки это ужас, как я уже сказала. Ну, книга на любителя. Если вам нравится что-то такого плана, дерзайте. Но я точно знаю, что я не буду продолжать знакомство с этим автором. Это не мое. И дело не в том, что это ужас, а в том, какой был странный конец. Дальше у меня книга «Освобождение», автор Патрик Несс. Значит, это моя первая книга у автора и, наверное, последняя. Я объясню, почему в конце. Значит, хотя у автора очень положительные отзывы в интернете, и, наверное, мне не стоило начинать знакомство вот с этой книги, но уже ничего не поделаешь. Значит, автор нас знакомит с подростком 17 лет Адамом, который гей. И все бы ничего, но он из семьи священника, и его родители его не понимают, они его не принимают. Короче, он с ними не ладит. Но зато он ладит с родителями его лучшей подруги, которая, к сожалению, в скорое время должна уехать в Голландию. Также у него не все хорошо на работе, в личной жизни тоже, хотя вроде бы у него есть хорошие отношения, постоянные отношения с парнем, с любящим, понимающим парнем, но его тянет к его бывшему, который был эгоистом и его просто использовал. И вот вся эта книга – это его мысли о тех или иных чувствах или о тех или иных событиях. Он размышляет на разные темы. И все, в этой книге больше ничего не происходит. Хотя она имеет такой потенциал. Вот посмотрите, гей в семье священника. Сюжет мог разойтись в разные стороны, иметь сразу несколько вариантов развития. Но нет, вместо этого автор решил написать книгу о обычном человеке в его обычный день, описать его обычный день. Мне абсолютно не понравилось. И более того, ты напрягаешься, чтобы понять, что автор хотел сказать. Вот так вот. Я очень пыталась найти смысл в этой книге. Но в какой-то момент я просто поняла, что эта книга просто... Надо принять факт, что эта книга просто бред. Такое было чувство, что автор каждый раз, перечитывая свой роман во время написания, понимая, что ведь книга-то неинтересная, решал добавлять что-то в сюжетную линию. Там сначала он попробовал добавить там детективную линию, понял, что все равно его книга неинтересная, он не сможет привлечь внимание читателей, и решает еще добавить какую-то мифологию, мистику в свой шедевр. И как раз вот этого не хватало, чтобы сказать, что книга бред, полный бред.
Короче, не советую. Ну, не знаю, мне интересно узнать ваше мнение. Если кто читал, я бы хотела, потому что очень много положительных отзывов, но не знаю, я их ничего не поняла из этой книги. И последняя книга — это «Дым», автор Дэн Вилетта. Эта книга, наверное, мое самое большое книжное разочарование за последнее время. Я ожидала от этой книги очень многого, но она меня очень сильно разочаровала, и я объясню чуть позже. Сначала немного об авторе. Дэн Вилетта — это немецкий автор чешского происхождения. Он имеет докторскую степень в докторе исторических наук в Кембриджском университете. И он жил во многих странах, там США, Великобритании, Канаде, короче, где только он не жил. Значит, он пишет, действие его книги происходит в Англии, в альтернативной вселенной, значит, Англия, где-то 20 век. В этом мире люди, которые порочны в своих мыслях и делах, испускают дым. Но зато аристократы, они как бы считаются чисты в своих помыслах и не имеют греха, они не испускают дым, и тем самым они подтверждают свое право на власть. Значит, мы знакомимся с 3 подростками, которые учатся в элитной школе. И в один день они понимают, что все, чему их учили, все это ложь, и их знание, это может стоить им, вот это вот знание настоящее, как бы, что на самом деле происходит, может стоить им жизни. Вот, казалось бы, очень интересная аннотация, очень такое захватывающее, может быть, приключение у этих героев. Вообще, кажется, мир такой интересный, но в этой книге интересная только аннотация. Вот книга называется «Дым». В течение всей книги у меня было чувство, что я иду вслепую вот по Лондону, вокруг один дым, и ты слепо идешь за автором, который ведет тебя просто в тупик. Вообще было чувство, что автор вообще ты задаешь вопрос, автор понимает, вообще понял, что он написал. Книга полнейший бред, вот чушь просто. Что он хотел сказать, я вообще не поняла. Хотя вначале ты думаешь, да, здесь идею можно уловить, там аристократы не спускают дым, там у них власть, это понятно, может было... Короче, много чего можно додумать. Но автор решил пойти абсолютно в другую сторону. Все намешал, отвратительный конец. Ты вообще не понимаешь, что это было. Ты реально в шоке. Ты считаешь, что ничего не понимаешь. И когда я дошла до финала, я думала, вообще, зачем я не бросила эту книгу раньше. Хотя вроде бы все так хорошо начиналось. Но с этим автором знакомство я не буду продолжать. И даже если выйдет продолжение, потому что финал был открытый, возможно, он хотел написать продолжение, я вряд ли буду читать. Более того, герои очень странные, у них очень странный любовный треугольник. Короче, книга не для меня. Но если кто читал, хочу знать ваше мнение по поводу этой книги. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Но перед тем, как попрощаться, как я уже сказала в начале видео, я хотела бы задать вам вопрос. И хотела бы узнать ваше мнение. Пожалуйста, пишите в комментариях. Хотели бы вы новую рубрику на моем канале? Это краткое содержание книг. Например, вы можете выбрать какую-нибудь книгу из моих предыдущих видео и там попросить краткое содержание. И 1 раз в неделю я могла бы снимать видео на эту тему. Так что буду рада, если кого-то это заинтересовало, напишите в комментариях. И если у меня будет большой отклик, я создам эту рубрику. И всем спасибо за просмотр. Не забываем подписаться, ставить лайки и оставлять комментарии. До скорой встречи. Пока!